Ребята, всем привет и добро пожаловать в новый влог. Мы сейчас находимся в Познани. Мы решили отправиться в новую поездку в город, в котором еще не были. И остановились в Познани на одну ночь. Я сняла номер, так сказать, скромненький, но уютный. И завтра утром мы уже выезжаем в наш Закопане. И сейчас немножко покажу наши маленькие апартаменты. Итак, в комнате находится кровать, шкаф, стол, тумбочка небольшая. И покажу вам вид из окна. И обычная стандартная ванная. Ну а после того, как мы заселились, решили прогуляться по вечернему городу. Туристов было очень много. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Ну а мы с вами увидимся уже завтра утром. Ребята, всем привет! У нас уже следующий день, и мы находимся на ЖД вокзале. У нас приблизительно через 40 минут поезд. Мы едем до Кракова, и с Кракова уже в Закопане. Пересадка идет 40 минут, нам придется подождать на ЖД вокзале. Ну, в принципе, ничего страшного. Мы уже в Кракове были, поэтому немного ориентируемся. И нам перед заселением вчера пришлось пройти небольшой квест, потому что, чтобы заселиться, нужно было ввести несколько кодов, которые пришли мне от букинга, ну точнее от владельца апартаментов. И в основном все поляки так делают, потому что это очень удобно, не нужно приезжать, открывать вам, например, квартиру или сидеть на ресепшене в хостеле. Мы уже на месте, и я вам хочу показать апартаменты, которые я сняла на 3 ночи. Это, конечно, не то жилье, которое я бронировала, потому что то, которое я забронировала, там случилась авария, и хозяйка нас переселила в другой номер. Первое, что мы видим, это ступеньки. И здесь получается несколько маленьких комнат. В этой комнате есть диванчик, декоративный столик, интересные окна, видно горы. Очень красиво смотрится этот ковер с бочонком. Идем дальше. Здесь маленький диван, окошечко, декоративный лист и кресло для отдыха. Букет, шкаф. Здесь вы можете развесить свои вещи. Зеркало, 2 кресла, столик, телевизор. Кто также любит мультики, как я, пальчик вверх ставим. Кровать. Я обожаю такие окна, для меня это вообще что-то новое. Я уже устала от наших квадратных стен. Шикарный потолок. У нас получается 3-й этаж в доме. И вот такие вот прекрасные окна. И тоже видно горы. Сегодня, конечно, туман. Немного дождь был. Но я надеюсь, что все наладится, и мы сможем все посмотреть, и нам туман не помешает. Здесь у нас одна душевая. При выходе апартаментов у нас есть напротив еще одна душевая. Полочки, умывальник, туалет и душ. В этом хостеле расположено много комнат. Комната розовая, есть комната зеленая, у нас комната белая. Еще один туалет. И здесь прихожая и кухня. Столовая. Прекрасные картины висят. Также стол обеденный, стулья. На кухне есть все необходимое. Чайник, тостер, холодильник. И она достаточно большая для нескольких человек. Ребята, у нас уже около 8 вечера, мы приехали в аквапарк попробовать здесь горки, бассейн, джакузи, соляную комнату, массаж. И все, что мы успеем, я вам все покажу.
В аквапарк мы уже приехали под конец дня, и он закрывался, поэтому мы взяли последние сеансы на 1,5 часа и заплатили по 20 злотых. В аквапарке есть 3 горки, джакузи, множество бассейнов и также присутствует бассейн на улице. Отдохнули просто шикарно, особенно после дороги. Я думаю, что по моему довольному лицу вы и так все видите. Мы вышли из аквапарка и решили пройтись прогуляться по центральной улице. И также мы немножко проголодались и нашли прекрасное заведение. Ну а как выглядит само заведение, сейчас сами все увидите. Кафе очень тематическое, людей было немного. И заказ мы свой ждали не больше 10 минут. В этом заведении имеется 2-й этаж. Кушаем пиццу. Ребята, всем привет! У нас уже следующее утро, около 10 утра. Мы сейчас позавтракаем и отправляемся на самое красивое озеро в Татрах, которое называется Морское Око. Место это совершенно удивительное по своей красоте, и неважно, в какой сезон вы приедете. Морское Око славится уже очень давно. И если вы приехали в Татры и не побывали на озере, это то же самое, что вы приедете в Рим и не увидите Колизей. От наших апартаментов добираться до Морского Ока около 15 километров. Мы поедем на транспорте. Ну а далее вы оплачиваете вход в национальный парк, заходите на территорию, и еще пешком вам нужно пройти около 9 километров, а это займет где-то 2 часа. Мы уже в национальном парке, и вход в этот парк стоит всего лишь 6 злотых с человека. Чтобы приехать на Морское Око, вы должны сначала приехать на ЖД вокзал, найти маршрутку с надписью «Морское Око», спросить, сколько цена. Мы заплатили всего лишь по 10 злотых за билет. Ехали где-то 30-35 минут. Подъезжаете на конечную и заходите в национальный парк Татры. И мы решили все-таки пройтись пешком вверх к Морскому Оку. Или же вы можете подняться, например, на этих же лошадях и заплатить 60 злотых за человека. Вы посмотрите, что находится сзади меня. Вообще горы вокруг нас. И нам очень сильно повезло еще с погодой, потому что мы смотрели прогноз, обещали дождик. А сегодня проснулись и солнышко. Вид на эти горы, на эти водопады и на эту красоту просто захватывал.
территории национального парка есть лавочки для отдыха и также туалет. Устала? Да. Мы решили скоротить путь и поднимаемся по такой лестнице по камням. Немножечко скользко, но это не страшно. Мы преодолели около 9 километров в одну сторону, и оно того стоило. Мы уже практически на месте, осталось несколько метров, и мы уже будем возле озера. И еще обязательно берите с собой теплые вещи или одевайтесь тепло, потому что возле озера будет намного прохладнее. Как вы видите, я уже оделась потеплее. Сзади нас какие прекрасные горы. И Славик прикалывается на заднем фоне. И спустя 2 часа мы добрались до прекрасного озера, которое называется Морское Око. Людей, кстати, немного. Я вот смотрела видео на ютубе разные, и было намного больше туристов. И есть еще кафе, бар, можете присесть, пообедать. Морское Око – это крупнейшее и 4-е по глубине озеро в Татрах. В прошлом Морское Око носило название Рыбье озеро. В прозрачных водах можно легко заметить форель. Морское Око посещают более 50 тысяч туристов в сезон отпусков. Это самое красивое место, которое я видела в своей жизни. Я наслаждалась каждой минутой, находясь здесь. И в каждом уголке нашей планеты можно найти и встретить такую прекрасную природу. И я уверена в том, что наша поездка в Закопане, она не последняя. В Закопане мы посмотрели всего лишь маленькую часть этой всей красоты. Озеро просто впечатляет. Если вы желаете и мечтаете попасть сюда, обязательно едьте, даже не раздумывая. Вы об этом не пожалеете. На обратном пути мы решили присесть в кафешку, взять пиво, чипсов, чуть-чуть расслабиться и дальше идем домой пешком. Пока там кое-кто выбирает магнитики, я взяла себе перекусить очень вкусный сыр на гриле с вареньем из клюквы. Обязательно попробуйте в Польше, если будете приезжать. Он, в принципе, продается везде. Ребята, всем привет! У нас сегодня уже последний день отдыха, и в планах подняться на гору Губаловка и также посетить рынок, купить некоторые магнитики и прогуляться по центру.
Эта очередь идет на подъем на гору, а эта очередь уже кассы. То есть вы сначала должны прийти в кассу и купить себе билет, а потом встать в эту очередь, чтобы подняться. Цена для того, чтобы подняться и спуститься, стоит 23 злотых. Если вы будете только подниматься, стоит 17 злотых. Если вы берете с собой багаж или собаку, вы доплачиваете 3 злотых. Вы можете купить билет через такие автоматы. Вот так вот будут выглядеть ваши билеты. Здесь написано «Городол», подъем и спуск. Даже когда нету снега, есть развлечения для детей. Построили такие маленькие горки, на которых можно спуститься. Поднимались на гору Губаловка в прозрачном фуникулере. Гора является популярной туристической достопримечательностью, откуда открывается потрясающий вид на Татры и Закопаны. Ветер здесь просто сумасшедший. Но зато сделали много красивых фотографий. Также я сняла видосики в Инстаграм. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Вид просто шикарный. Обязательно, кто будет в Закопане, приезжайте и поднимайтесь на гору Губаловка. Мы решили еще прокатиться на летних санях, или, как некоторые говорят, винтовой спуск. Цена одной поездки стоит 9 злотых. Он работает с весны до поздней осени. Проезд в нем оставит у вас незабываемые впечатления. После спуска с помощью специального снаряжения вы без труда окажетесь на вершине спуска. Я надеюсь, что вы прониклись этой поездкой вместе со мной и прочувствовали все те эмоции, которые испытала я. У нас уже вечер, последний день, и мы решили все-таки попробовать местную еду. Все-таки решили. Я 3 дня голодали. У нас сегодня уже последний вечер отдыха, и мы зашли в заведение, которое называется Ватра. И решили попробовать местную еду. Посмотрите, какое прикольное меню. Меню, кстати, написано на 3 языках. На польском, на русском и на английском. И меню очень разнообразное. Вы можете выбрать на любой вкус. Суп, мясо, рыбу, каши, картошку, в принципе все что угодно. Также есть холодные и горячие напитки. Мы заказали еду, нам уже принесли чай, мне с пряностями, Славику принесли коктейль. Весь влог Аня кушает. Я взяла себе рассол с грибами, с лисичками и с клетками. Очень вкусный. Еще мы взяли рыбку попробовать и картошку фри. Ребята, спасибо всем, кто досмотрел этот влог до конца. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Ставьте пальчик вверх. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Всем пока!